Всем привет, отличного настроения, а вас сегодня ждет очередной влог из Аргентины. Когда она вот так вот держит руку на весу, муж зовет эту позицию кракен. Не знаю, что ей снится, почему она так держит лапку свою, вот, но выглядит достаточно забавно. Это вот так вот. У меня сегодня отличное настроение, я отправилась как раз на прогулку в парк в очередной раз. Сейчас вот как раз иду, солнышко светит, очень-очень классно. Мы сегодня в очередной раз гуляем, вот. А в этот раз мы гуляем в таком не самом популярном, мне кажется, парке. Почему-то здесь очень мало людей, не знаю почему. Вот, но практически никого здесь нет, очень редкие люди. Вот. Почему-то не пользуются популярностью, не знаю почему. Здесь есть вот такие вот лавки, где можно поиграть в шахматы. Вот. Мы обычно этот парк проходим так, когда идем куда-то в другое место. Вот здесь мы обычно не задерживаемся, он в принципе небольшой. Вот, но сегодня, так как я вышла тоже поздно, вот, ближайшие парки закрыты, в дальнем мне не хочется идти, вот, поэтому я решила заглянуть сюда. Вот, в принципе, меня он вполне устраивает для такой небольшой прогулки. Он очень тихий, спокойный, здесь никто никак не мешает, не отвлекает. Здесь даже в этом парке есть полицейские, вот, так что он достаточно безопасен, еще и с этой точки зрения. А так я хотела еще немножко поделиться какими-то новостями. Нам скоро месяц, вы представляете? Целый месяц уже прошел, это так быстро летит вообще время, незаметно. И уже даже не верится, что булочки никогда вообще с нами не было. До этого момента, кажется, словно вообще все эти дни она уже была как бы, да, частью нашей семьи. Вот. Удивительно на самом деле. Я, как бы на самом деле так стандартно, у меня стандартные желания. Вот, я решила заказать бенто-торт, естественно, на первый месяц. Вот. Очень мне хотелось, я вообще, в принципе, ни разу еще не заказывала бенто-торты. Вот, поэтому это будет как бы достаточно таким еще радостным моментом для меня. Вот, ну, естественно, я тоже люблю сладкое, вот булочки пока нельзя, но зато я придумала прикольный рисунок на этот бенто-торт. Не знаю, есть ли у вас какие-то догадки, вот пишите в комментариях, если вдруг кто-то, зная как бы меня, видя все мои ролики, если есть какая-то мысль на этот счет, вот если у вас появляется какая-то догадка, вот, будет очень прикольно, если вы в комментариях попробуйте догадаться, что же будет нарисовано на этом тортике. Вот, на мой взгляд, достаточно очевидно. Ничего другого на этом бенто-торте, мне кажется, не могло быть. Вот. Но вдруг, кто знает, в общем, пишите свои догадки в комментариях, будет прикольно. Я с удовольствием почитаю. Пока мы находимся на прогулке, булочка спокойно себе спит в коляске рядышком здесь. Нашла как раз одну девушку, которой можно сказать бенто-торт в Буэнос-Айресе. В принципе, я видела ее работу в Инстаграме, вот, мне как бы показалось, что она должна справиться с задачей. Посмотрим, что в итоге получится. Я заранее как раз ей написала, скинула какие-то свои мысли и пожелания. Посмотрим, какая будет реализация. Единственное, конечно, она уже мне как бы ответила, да, написала, что не будет бенто-коробки. Вот. Но я думаю, что не страшно, что я обойдусь как бы без нее. Вот. Мне главное, на самом деле, чтобы был вот этот вот милый рисуночек. В общем, я буду предвкушать. В плане вкуса мы выбрали мы. Если честно, я уже забыла, но мне кажется, мы выбрали что там с шоколадом и арахисом, по-моему, было. Вот что-то такое, мне кажется, мы выбрали. Кое-кто сладенько спит. Еще она, на мой взгляд, отъелась. Вот посмотрите на эти ляшечки. Вот, стала крупнее. Мы купили весы домой, вот, они на самом деле немножко, мне кажется, тупят, потому что такие электронные, вот, не всегда прям точно показывают. Может быть, взвеситься еще сейчас, потому что последний раз, когда мы взвешивались, она была 3 килограмма 300 грамм, вот как раз это было у педиатра. И я не представляю, сколько сейчас, но мне кажется, она как будто еще потолстела. Вот, в общем, как-то так. Ну, вес она, естественно, должна набирать. Ну, такая прям пухляшка. В общем, очень смешная. Кстати говоря, еще из каких-то моментов, которые у нас происходят, из наших умелых, да, мы сейчас, мне кажется, начинаем улыбаться, именно как-то реагировать на человека, да, и улыбаться в ответ. Вот, потому что раньше она улыбалась, но так больше неосознанно. Сейчас она прям вот
если ты с ней когда тоже ей улыбаешься, там, типа, я вот ей часто говорю привет, улыбаюсь, и она чаще именно начинает, ну, как бы с небольшим запозданием, конечно, вот, но тоже улыбаться. Вот, я надеюсь, что это все-таки тоже какая-то такая реакция. Еще она стала следить за мобилем, за тем самым с овечками, да, кто-то там писал мне про яркие цвета и все такое, вот, я насчет этого мобиля не переживала даже, потому что у нас светлая комната, и вот эти овцы, они такими темными пятнами, так младенец все равно в ближайшее время выведет все в черно-белом, как бы, да, и у них нечеткие объекты. Мне кажется, что эти овцы как раз самое то. Вот, все равно какие-то такие яркие цвета здесь, мне кажется, не так важны. Вот, и она стала следить наконец-то за мобилем. Она прям вот реально, ну, как бы в моменты вот бодрствования с утра, пока я еще не встала, она следит реально за этими овечками, вот их разглядывает. Я даже подсняла в один из дней таки с утра пораньше, как она это делает. Конечно, это сильно ее прям не занимает, но на некоторое время вот она действительно увлекается. Голову она держит, но пока что совсем недолго. Мы ее стараемся выкладывать как бы и себе на живот, и специально отдельно выкладываем тоже на пеленку. Пока что она вот потихоньку чуть-чуть держит, вот, но прям вот чтобы долго, такого пока что нет. Взгляд у нее такой более осознанный. Вот, она следит реально за тем, как ты перемещаешься, вот за тобой внимательно. Очень нравятся ей всякие истории мужа, которые он ей рассказывает. Она прям внимательно слушает. С ним она очень часто, кстати, легко успокаивается. Не знаю, видимо, он знает какой-то ключ к ее сердцу. Ну и с бенто-тортиком, естественно, я хочу ее пофоткать. Не знаю, как у нас получится, потому что надолго ее не хватает. Вот, посмотрим, что в итоге будет в плане снимков. Вот. И я думала подснять с этим тортиком еще как бы и нас ее. Вот, но уверенности в том, что процесс пройдет гладко, у меня пока что нет. Нужно, чтобы она спала. Ну а еще хочу уговорить мужа тоже пойти либо в тот ресторан с пастой, который мне очень понравился, вот, как отметить, вот, либо заказать такие суши, потому что мы еще не заказывали именно доставкой здесь. Вот, и у меня есть одно место на примете, хотя можно, в принципе, сходить еще тоже в ресторан, тоже, который у меня на примете есть с сушами. Вот, суши очень хочу, соскучилась. Так что посмотрим, что в итоге мы выберем. Вот, пока что еще непонятно. А еще в этом парке вечером всегда очень красивый свет. Вот выходишь, и такие закатные лучики, зелень очень красиво подсвечена. Вот мне очень нравится. Так что странно, что здесь так мало людей. На мой взгляд, очень симпатично. Тут еще флаги, флаг Аргентины. Еще она так всегда хорошо спит на прогулке. Прямо вот буквально стоит зайти с ней в лифт, она сразу же вырубается. И это тоже очень выручает, кстати говоря. Вот не знаю, все младенцы спят в колясках или есть какие-то такие более активные. Но вот наша прям вот постоянно вырубается, и это прикольно. Ну а я потихоньку двинулась в сторону дома. Что сегодня особый день, но особый он на самом деле даже в плане сна, потому что сегодня, мне кажется, просто худший день, как бы я совершенно не выспалась, я полностью разбита, это было ужасно, вот, как будто, как бы мои роды повторились этого дважды, но уже спустя месяц. Она наконец-то спит, вот все, что я могу сказать, и это, конечно, не может не радовать. Я боюсь ее сейчас тронуть, потому что не хочу, чтобы она просыпалась. Хочется хоть что-то сделать, хоть как-то. Ой, кошмар. Вот. Но нам сегодня месяц. Вот, я уже успела сходить в душ. Вообще в моих планах было проснуться пораньше и устроить фотосессию. Вот. Но что-то я не знаю на этот счет. Сейчас уже где-то 3 дня, и свет, наверное, уже будет уходить. Пока что, короче говоря, думаю, посмотрим, что сейчас буду успевать. Вот, но она наконец-то спит. Вот, я помыла голову, сейчас попью кофе и будем смотреть. Муж оставил ее в люле от коляски возле балкона, чтобы ей было посвежее, потому что у нас ужасно жарко, просто кошмар какой-то. Вот, и он тоже не хотел ее будить, вот поэтому она спит вот так вот. То, что спасает меня каждый день: кофеек, сырная чипа и медиалумуса. Я мечтала об этой красоте, и она пришла. Вот, смотрите,
В пакетике все так мило запаковано, с блестками, в общем, просто прелесть. Ну что, ребята, сегодня этой крошке исполнился целый месяц. Месяц, вы представляете? Она сейчас ростом 52 сантиметра, вес у нее 3300. Ей нравится разглядывать черно-белые карточки, следить за мобилем в виде овечек. Потихоньку она все еще продолжает уничтожать Винни-Пухов. И у нее появилась, как мне кажется, осознанная улыбка. Ей нравится лежать в коконе, а пустышка ее успокаивает. У нее все еще крошечные ручки и ножки. И при всем при этом она, конечно же, моя сладкая булочка. Что ж, я хотела снять на самом деле больше, но мой муж, как всегда, сунул свою руку в торт, поэтому пришлось снять поменьше, вот, но хотя бы какие-то кадры я успела сделать, осталось еще снять видео, вот, я о нем тоже мечтала, так что сейчас как раз, в общем, снимем видос. Ну и походу стоит смириться, в принципе, с тем, что все, как обычно, идет просто через как бы одно место, никогда не бывает нормально, вот, мне кажется, что это уже просто девиз, вот, поэтому как-то так. Ну что, у нас малышки сегодня месяц, она у нас уже такая большая. Вот, мы заказали тортик, вот. Она, правда, сегодня такая достаточно капризная, вот, но все равно наша булочка, вот. С месяцем тебя, с месяцем. Давай, раз, два. Почему свечку овцы в жопе здесь? Потому что не в жопе, в глазу. Сейчас попробуем. Это мой первый бенто-торт. Кстати, крем прикольный. Ну что, вкусненько же? Я не знаю. В смысле, не знаю. Похоже на мороженое какое-то кислое. Ну, очень нежно. Что, с горя пополам мы все отсняли, что я хотела, ну как бы не все, что я, конечно, хотела, вернее, так сказать, а часть. Но хоть часть мы сняли, вот. На самом деле я даже как бы думала о том, что, может быть, вообще ничего не получится снять. Так что хорошо, что снялось хоть что-то. Вот, в принципе, на память останется хотя бы такие кадры, все равно прикольно. Вот, а мы пошли на прогулку. Муж вон там вот сейчас возьмет нам айс-латте. Вот. Малышка, конечно же, на улице вырубилась, кто бы сомневался в этом. Вот, я ее одела в такой муслиновый комбинезончик. Вот, он достаточно прохладный, у него открытая спинка, так что будет вообще отлично ей сейчас. По крайней мере, в такую жару. Вот. Сейчас пойдем в парк. А вот этой вот сладкой булочки месяцок, да? На месяц. Толстенькие лапки. Толстенькие, да? Что мы идем в привычный нам парк прогуляться, но на удивление почему-то нет людей. Сегодня суббота, 3 февраля, и народу вообще меньше, чем обычно. Я даже в будни здесь была, и было больше людей, но сегодня почему-то нет. Я вчера вечером таки не подсняла, как завершился наш день, но мы в итоге сходили в парк, посидели на пикнике с ребятами вместе с нашими знакомыми. Вот, достаточно так приятно прошел вечер. Вот, и завершили мы его еще походом в ту самую пасту, которая мне очень понравилась еще в тот раз. Вот. Съели очень вкусную пасту, и так вот закончился наш собственный день. А потом мы малышку уложили спать, сами тоже потом чуть попозже легли. Вот, и в этот день она уже вела себя гораздо лучше, поспала. Вот, не знаю, что с ней было именно 3 числа, что это за такой странный день, когда она всех нас мучила, что мы не выспались. В общем, непонятно, как такое вообще произошло. Видимо, как бы, может быть, чувствовала, что это было, как бы вспоминала, может быть, свои ощущения месяц назад, я уж не знаю. Но сегодня, в любом случае, мы спали получше. Сегодня у нас уже другой день в планах. Сегодня, кстати говоря, тоже выходной. В выходные обычно есть такие фруктово-овощные как бы развалы, назовем их так, типа мини-ярмарки. И мы их распланируем сходить на одну из них, купить немножко овощей и фруктов. Вот, так что план такой. И, естественно, потом пойдем просто погулять. Мы сегодня уже пободрствовали. Кстати говоря, она сейчас так интересно наблюдает за
мобилем. Я не знаю вообще, как обычно, ну, как бы детки, насколько их увлекает мобиль, но вот как раз утром я оставляю ее лежать в коконе, вот, потому что мы еще немножко спим, вот, а она как раз лежит и там может как-то угукать, агакать, вот, и как раз сейчас она очень внимательно рассматривает мобиль. Я еще с ней как раз, ну, как бы, если я в такой полудреме играю вместе с мобилем, то есть я как бы беру этих овечек, делаю так, что они звенят, у них вот эти бубенчики, которые висят, они как погремушки, вот, и я трогаю то одну овцу, то другую, и она прям вот реально так вот наблюдает, ей, в общем, очень интересно, не знаю, слышит ли она прям вот именно как звуки, реагирует ли она в этом плане, но вот именно когда я трогаю одну другую овцу, она сразу отвлекается, замирает, потому что как бы чаще всего утром она кряхтит и тужится, вот, да, но как бы эти вот овцы, они ее реально увлекают, и она прям вообще не издает ни одного звука и внимательно прям вот смотрит. Очень прикольно смотреть. Я, может быть, вот потом еще тоже подсниму, если мне удастся, вот как это вообще происходит. Но, в общем, я очень рада, что они ей приглянулись. А так сегодня не так жарко, как вчера. Сегодня чуть меньше градусов, достаточно комфортно. Сегодня мы затеяли достаточно длинную прогулку. Пойдем в китайский квартал. Это, наверное, где-то заняло 1,5 часа пешком. Вот, и мы наконец-то оказались здесь. Но мы немножко как-то просчитались. Оказалось, что здесь куча людей. Просто, не знаю, целая тьма людей. Вот, ходить, конечно, с коляской не очень удобно. В следующий раз мы такой ошибки не совершим. Пойдем уже в будний день. Ну и то, что мы запланировали купить, мы не купили. В любом случае мы прогулялись неспешно по городу. И обратный путь мы шли уже другой дорогой, что было тоже прикольно. Что с овощной лавкой нам не повезло. Мы вышли слишком поздно. Вот. Ярмарка, которая была, она оказалась просто какой-то такой, типа, сувенирной. Поэтому, в общем, мы без овощей и фруктов. В итоге мы решили пойти в китайский квартал, чтобы купить рыбы, гребешки. В общем, мы забыли, что сегодня воскресенье, как у нас вылетело из головы, оказалось, что там куча людей, просто толпы. Вот, поэтому особого, в общем, удовольствия от похода мы не получили. Но гребешки мы в итоге купили еще васаби, какие-то такие вещи по мелочи. Вот, но я думаю, что стоит туда сходить именно все-таки в будний день. Вот в выходной смысла идти точно нет, потому что только просто будешь стоять в очереди и пробираться сквозь толпы людей. А сейчас мы едем домой, идем потихоньку. В этих кварталах мы еще не гуляли, поэтому достаточно любопытно. Еще мы находимся на грани, потому что у нас остался буквально один памперс. Сегодня у нас просто прогулочный рекорд. Мы использовали 3 памперса. Вот, а я новые как раз не доложила в сумку. Поэтому рискуем. Ну, если вы подписаны на мой канал, то вы знаете, как мы любим кофе, поэтому мы не можем вообще ни дня прожить без кофе. В очередной раз решили заглянуть в такую вот кофейню, взять кофеек с булочкой с корицей. Ну и нам пришла одна радостная новость вот в таком вот конвертике. Я его уже раскрыла, и там паспорт нашей малышки. Вот так вот он выглядит, такой вот синенький, симпатичненький. Вот, в общем, очень прикольно держать его в руках. И мне нравится то, как выглядит его обратная сторона. Так что можете поздравить нашу крошку не только с 1-м месяцем, но и с аргентинским паспортом. Если вам нравятся мои влоги, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а наш день потихоньку подходит к концу. Все эти моменты очень дорогие, мне нравится сохранять их на видео. Потом будет как такое путешествие в прошлое. Надеюсь, что и булочки тоже будет прикольно на все это посмотреть. Кто смотрит на овечек? Кто смотрит на овечек? Наблюдает за овечками. Кто наблюдает за овечками? О-хо-хо. Вот так вот наша крошка любит лежать и разглядывать овечек. С вами была Вика, и увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока!